Это его шляпа? Конечно, его. Такая маленькая. У него что, голова была маленькая? Почему? Эта шляпа усохла. Ну, почти 150 лет прошло. Ну да. Шляпы обычно он покупал в Европе. Вот это конкретно из Германии. Да? А я читал, что он не любил Европу. Да, это правда. Но одежду старался покупать там, когда была такая возможность. А здесь он долго жил? В России? Не, здесь. 2,5 года. А почему? Что, почему? Почему переехал? Умер. Понятно. Когда? 28 января 1881 года. Это по старому стилю? А это детская. Здесь жили Люба и Федор, его дети. Они были маленькими, когда он умер. Дочке было 11 лет, а сыну 9. Хотите конфетку? Не, спасибо. Мне... Он баловал детей, все время покупал конфетки. Сын даже говорил, если мама, надо одну руку протягивать, а если папа, то 2. А кем стал сын? Коннозаводчиком. Любил лошадей. В детстве ему покупали игрушечные лошадки. А в Старой Руси Федор Михайлович даже купил ему живого жеребенка. Правда, вскоре он умер. Кто умер? Жеребенок. А дети что, спали в другой комнате? Другой комнаты у детей не было. Я думаю, здесь и спали. Понимаете, музей открылся через 90 лет после смерти Достоевского. Было несколько фотографий кабинета и рисунок племянницы с фрагментом гостиной. И все. Никаких описаний. Музей восстанавливался по типологическому принципу. Важно было воссоздать атмосферу, ощущения. А у Достоевского вообще было время заниматься детьми? Конечно. Он читал им книги, играл с ними. Вообще считал, что нет смысла в жизни без детей. Да у него и в романах много детей. Нелли, Неточка, Илюша, маленький Раскольников. Кстати, Родион Романович тоже любил лошадей. Помните его сон? Да. А это комната Анны Григорьевны, жены Федора Михайловича. Они познакомились, когда он дописывал свое «Преступление и наказание», уже через месяц должен был закончить новый роман. Часто нуждаясь, Федор Михайлович подписывал невыгодные договоры. После смерти брата Михаила остались огромные долги. Федор Михайлович принял их на себя и выплачивал 16 лет. В 1865 году его тяжелым положением воспользовался книгоиздатель Стыловский, который часто наживался на писателях. Федор Михайлович даже говорил, что Стыловский может купить всю русскую литературу, если захочет. Ему посоветовали воспользоваться помощью стенографистки. И вот 20-летняя Анна Сниткина, прилежно закончившая курсы стенографии, помогла Федору Михайловичу за 26 дней написать роман «Игрок». Ну а впоследствии они уже писали все остальные романы вместе, потому что она стала его женой и верным помощником во всех его делах. В столовой вся семья вместе собиралась только вечером, потому что с молодости Достоевский привык работать по ночам. Ночью было тихо, никто его не отвлекал, он начинал в 11 часов ночи, работал обычно до 5-6 часов утра, просыпался, как вспоминала прислуга, около часу и шел умываться, напевая любимый романс. На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Что? Он вставал в час дня? Он вставал в час дня, а что? В час? В час. Он вставал в час и сразу начинал делать гимнастику. Потом он одевался и шел в столовую. Он требовал, чтобы самовар всегда был горячим в любое время. Потому что у него было особое отношение к чаю. Помните его ироничную фразу парадоксалиста из записок из подполья? «Свету ли провалиться или мне чаю не пить?» И вот он мог ответить словами своего героя: «Свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить». Он очень любил чай.
Он сам его заваривал. Если заваривала его жена Анна Григорьевна, то он пил этот чай и приговаривал: «Ах, какой я несчастный». А вот Раскольников в романе пьет чай? Я не помню просто. Я вообще, если честно, не помню, что его герои едят. Да, вы правы. Да, он редко описывал застолье. Но Раскольников в романе часто пьет чай. А вот ест редко. Но я вспоминаю, какие завтраки были у Япончиных в романе «Идиот», когда туда случайно попал князь Мышкин. Сначала в постели генеральша и ее дочери пили кофе, а потом 12:30 начинался настоящий завтрак, где кроме чая, кофе, конфет, сыра, меда, масла, особых оладий, котлет подавался еще крепкий горячий бульон. Сейчас так не завтракают. А жаль. А есть хоть одна фотография, где он смеется? Ну, не портрет, а чтоб живая какая-нибудь. Я помню, одна фотография была, где он улыбался. Но вообще у Достоевского очень мало фотографий. К фотографиям он относился сдержанно. Считал, что фотографические снимки редко выходят похожими, потому что сам оригинал чрезвычайно редко бывает похож на себя. Он считал, что человеческое лицо редко выражает главную черту. Это поразительная мысль. Вот вы замечали, что на ваших фотографиях вы редко похожи на себя? Я? А вы знаете, он еще одну занимательную мысль сказал. Что если у человека глупый смех, то и сам человек, ну, что-то в этом роде. Вы знаете, он сказал немножко по-другому. Да? Если вы хотите понять человека, его душу, то проникайте не в то, как он молчит, не в то, как он говорит, не в то, как он плачет, а наблюдайте за тем, как человек смеется. Хорошо смеется человек, значит, хороший человек. Ну и как смеялся Достоевский? Чудесно смеялся, как ребенок. И заражал всех своим детским смехом. Да куда вы постоянно уходите? В гостиную! Здесь, в гостиной, Достоевский принимал многочисленных посетителей. Ведь это время его успеха, огромной популярности. Многие считали его пророком, учителем. Ему писали письма, приглашали его на всевозможные литературные вечера, и он соглашался, если хорошо себя чувствовал. И вы знаете, у него был невероятный актерский талант. В жизни у него был тихий, приглушенный голос. Из-за проблем с легкими он часто кашлял. Но когда он начинал читать, его голос становился ярким, четким, сильным, звонким. Его было слышно в каждом уголке зала. Он буквально завораживал, гипнотизировал публику. Женщины падали в обморок. Кстати, помните? Вот тут любил сидеть Достоевский перед тем, как отправиться в кабинет и работать. Вот в этой коробочке лежал его любимый табак. И он набивал папиросы. Потом, правда, он полюбил сигары. Врачи настоятельно не советовали ему курить, потому что в легких у него уже шел туберкулезный процесс. Но когда он работал, он курил. Очень много курил. До 40 штук за ночь. Вот тут на обратной стороне коробочки осталась надпись, которую оставила его дочь. 28 января умер папа. Подождите, он здесь, что ли, умер? Это случилось в кабинете. Сотрудники вам об этом расскажут, они часто об этом рассказывают. Подождите, а вы не сотрудник? Так тогда... В
кабинет допускали только самых близких. Никто не любит, когда лезут в его жизнь. Это творческая мастерская. Достоевский не любил даже, когда переставляли стулья. И на столе все должно остаться так, как было. Засыпал он под утро на этом диване. Укрывался с головой, а сверху еще накидывал пальто. Тюремная привычка. Понятное дело, 4 года в Остроге никто не забудет. Над диваном висел фрагмент Сикстинской Мадонны, его любимой картины. Эту фотографию ему подарили за год до смерти, хотя он мечтал о ней лет 10. В последние годы он много думал о смерти. У него было 2 тяжелых болезни – эпилепсия и туберкулез легких. Он говорил, что дышал как будто бы через платок. Он очень мучился, что оставляет семью без средств к существованию. Он говорил Анне Григорьевне: «Бедная, с чем я тебя оставляю? Как же тяжело тебе будет жить». Он не любит говорить про смерть Достоевского. Он вообще говорит, что есть люди, которые не умирают. Так он же экскурсовод. Нет, ну что вы. Он у нас не работает. Он актер. Да, он репетирует Мышкина, поэтому каждый день приходит к нам в музей, ходит, смотрит, слушает, о чем-то говорит. То есть проникается вот этой атмосферой этого дома. Понимаете? Вы слышите меня? Неужели можно быть несчастным? Я не понимаю, как можно проходить мимо дерева и не быть счастливым, что ты видишь его. Как можно говорить с человеком и не быть счастливым, что ты любишь его? Я не умею выразить, но сколько вещей на каждом шагу прекрасных, что даже самый потерявшийся человек находит их прекрасными. Посмотрите на ребенка. Посмотрите на Божию зарю. Посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые смотрят на вас, любят вас. Нет, я не желаю жить иначе, как с верой. Что царство мысли и света способно водвориться у нас в нашей России. Я не знаю, как это будет, но это будет.